Так, всем здорово, ребятушки. Чё, вчера, быть честным, скажу так, что я проработал 3 часа, я приболел, заболел, уехал домой при температуре, отлежался маленько, попил таблеток, ну и как бы туда-сюда привел себя более-менее в порядок. Конечно, сегодня я тоже болею, как будет, так будет. Вчера я заработал пятак, съездил в Ростов от борта и 3000 по Яндексу. Сегодня я уже начал работать. Тоже, кстати, сегодня 500 рублей чаевых. С женщинами разговорились, что-то потрындели за собаки туда-сюда. И, короче, они мне тихаточку накинули чаевых. Так что сегодня там 1700 или 1800. Как-то так. Че, погнали? Начинаем работать. Ну, речь о том, что 90 тысяч мы заработаем, уже не ведется. Поэтому, как бы, где-то приблизительно там. Ну, что сможем, то сможем. Так, вот такой заказик по цеке 418 рублей. Дружище пассажир пошел. Ему очень-очень плохо. Потому что вчера ему было очень-очень весело. А сегодня надо работать. Ну, как-то так. Ничего не поделаешь. Работать тоже надо. Так, ну что, будем разъезжаться? Блин, было бы, наверное, проще сдать назад. Ну ладно. Не, нифига не проще. То есть мне надо прям туда. Это был по К плюсу заказ. Пришел следующий тоже по К плюсу. Вот, желтый К плюс. Возим. Потихоньку желтый К плюс. Это мать заебалась. Вонючку новую повесил, блядь, потому что все равно запах такой, ну, спертый довольно-таки получается, когда без вонючки. Так, по новостям, что я еще бросаю курить? И про похудение. Похудение не знаю. Я люблю жрать. Я люблю есть, я люблю мясо. В принципе, можно худеть, блядь, издевательство. Худеть, ну и с этим, как его, и с мясом, так просто правильно немного есть. Ладно, не про это. Едем дальше на следующий заказ. Выполняем. По состоянию главное выздороветь побыстрее, потому что было сегодня с утра на таблетках, вот более-менее еще прям самочувствие подналадилось. И вышел я позже. С утра встал, сначала было настолько херово, ужас. И я еще поспал пару часиков, и сейчас вот полегче стало. Ладно, помчали на заказ. Так, коротыш, 6 минут, ну почти 7 там. Мы на Большой Октябрьской. Вот. Включил только К плюс. Ни хера ничего не прилетело. Я сильно и не расстроился. Ничего себе, но подача, конечно. Я думаю, что мы возьмем, если они, конечно, будут ждать. Поедем, доедем и отвезем. Потому что бабки сами себя в карман не положат, как я люблю говорить. Что, погнали до пассажира, если, конечно же, не отменят. Вот, что-то я еще хотел сказать. Но вчера, конечно, это был пипец, просто мрак. Как я изначально с утра, зачем я выходил работать? Ну ладно, хоть чуть-чуть я там поработал до обеда, грубо говоря, до 11, наверное. В 11 я уже был дома. Поэтому я не стал записывать смену. Ну, как бы смысла не вижу. Там на 2-5 минут. И, думаю, объяснюсь сегодня. И поэтому такие вот дела. Для, кстати, подтверждения того, что вчера там сколько я, блядь, заработал денег, я там покажу, наверное. Ну вот, в принципе, почему-то, блин, 2200 показывает. Показывал 2700. Короче, 2200 вот так и 2000 по этому от борта. Вот, давайте будем считать так, что ли, как здесь показывает. Ладно, 4 тогда, 4300. Плюс к тому, что там было. Вот, ладно, едем выполнять заказ. Блин, сейчас здесь пробочки, здесь, наверное, скорее всего, подторчим нахрен.
Ну ладно. Так, летит по Комфорт Плюсу заказик. Тут 20 минут 583 рубля. Хорошая пассажирка. Ножки тряхнул, все молча, все в порядке, короче. Вот. Яковлевская 4 нам надо попасть. Ну что, едем на Яковлевскую 4 зарабатывать бабки. Так, что мы в автосалону Норма 477 рублей. Дал 400 рублей мелочью. Мелочью, десятками, правда, набрал. Десятками набрал там 80 рублей. Вот, как-то так. Я выключился, надо сходить по делам. Как раз здесь есть куда. Мебельный центр такой большенький. Вот мы сейчас туда на парковочку встанем и заглянем, так скажем, чуть-чуть. Ну ты че, е-мое, потерялся, братан? Красотища. Цивилизованно сходим, сделаем дела. Вот. Как-то так. Опа. Что, прикольное такое заведение. Сейчас руки помоем и помчим дальше работать. Такие интересные фигуры бегущих людей. Так, ну что, опять желтый плюс 9 минут. Парнягу привез сюда. Поликлиника тут на Некрасова. Заказа ебаколотить не пришло. Все так узко здесь. По всем сторонам машина понатыкана. Получается одна полоса. Вот. Все хотят поживей, поскорее пробежать, проехать. Короче, как-то так. Вот. Мне надо еще воды набрать, так как сегодня крещение, 19 число. Поэтому надо будет сгонять на ключ. Я думаю, что я это сделаю чуть позже. Потому что я пару лет на один и тот же ключик у Толжского монастыря, короче, набираю воду. Поэтому, а сейчас я в центре, а Толжский монастырь от меня далековато будет, скажем так. Как будем ближе в той стороне. Пока здесь постоим, подождем. Че, у нас желтый К плюс 185 рублей. Ну, по времени быстро. Я думаю, что сейчас мы как раз таки поставим кнопочку по делам и свалим водички, наберем. Там, кстати, через лес надо будет проезжать. Природа там офигенная, главное там не застрять. Потому что есть вариант застрять там. О, нет. У нас чуть-чуть не получается. Плюс 30 рублей. Ну, возьмем. Ладно, после него сразу же поставим сейчас. Занят. И не, отменил пассажир. Сказка. Пушка, не хочет он со мной ехать. Я плохой. Так, ставим по делам. Показать на карте. Куда нам надо. Вот сюда куда-то. Ну, так, выбрать. Поехали. Комфорт тоже включим. Короче, до места нам ехать 15 километров 20 минут. Поедем, съездим, водички наберем. Блин, конечно, заказ бы есть попутно вообще пришел. Было бы бомбически. Я сейчас попробую чуть маршрут поменять. А то сейчас по промзоне, грубо говоря, он меня поведет. Я сейчас поеду, наоборот, через город, вернусь обратно.
И, возможно, что-то он мне даст попутно. Так что едем. Так, вот такая обстанова. Мы за водой приехали. И вот такая вот дорога. Я аж бампером черканул. Представляете? Блин, я вот теперь думаю, выйдем мы обратно-то отсюда или нет. Ну, испытываем автомобиль, так сказать. Так у нас привод, монопривод передний только. Но, честно говоря, вот вроде как бы и ничего, но впереди КамАЗ едет, ему поебать. Все в порядке у него. А вот я прям переживать начинаю. Такой рыхлый снег. На красотище просто с ума сойти можно. Просто с ума сойти вообще. Божественно. Ну что, прям потихоньку. Он как-то вообще даже не по колее. Одним он колесом по колее едет, он широкий. А другим нифига. А другим накатывает еще. Ладно, едем, что потихой. Ой. Кстати, заказ мне не дало. Оно не дало мне заказа. Вот. Так что сейчас водички наберем. Сегодня такой разгрузочный день. Я прям не тороплюсь, там бабок миллион заработать уже все равно. Как бы эти 90, которые хотел, не получится. Но я сам виноват, да еще и здоровье подвело. Может быть, я бы и заколотил. Но по большей части я проебался маленько, можно так сказать. Ну, как-то вот так. Ладно. Я помню, я сюда год назад, да, с пассажиркой ездил прям воду набирать. Потому что она типа сказала: покатайте меня, я вам денег заплачу. Да, и вот я по своим делам ездил, короче, и сказал ей, по-моему, то ли 1500 час, то ли 1000 час. Вот я его 3 часа покатал. По-моему, да, по-моему, по 1000 час. Или, короче, по-моему, 1004 она мне дала. Вот, так что такое бывает. Ладно, сейчас день парканем, споем, водички наберем. Красотища. Что, короче, такое местечко. Вот. Здесь будем водичку набирать. Только медленно она идет. Наверное, отсюда, да? Или отсюда. Короче, я определился. Будем набирать вот отсюда. Набираем. Короче, Стоевина вот такая. Навстречу едет автомобиль. Разъехаться нам здесь нереально. Ну просто нереально. Придется сдавать назад. Это печально. Я прям даже немножко разозлился. Ну как немножко, сильно. Ну как так-то, ё-моё. Причем 2 автомобиля. Ну и тем более, я тем более их должен, блин, пропустить. Я даже не знаю, где нам. Вот здесь, что ли, запарковать автомобиль. Главное не застрять. Попробуем не застрять. Как-то так. Ну, Туарeg-то, наверное, мог бы как бы и меня пропустить. Но теперь выезжаем. Все очень печально. Пробуксовывает, но едет. Едет, гребет. Все нормально. Ну, как бы так. Но теперь уже мы точно не будем сдавать назад. Если даже там будет автомобиль, пускай он сдает назад. Но я думаю, все нормально. Потому что мы большую часть этой дороги лесной преодолели. Ладно, я включенный еду. Водички набрал. Что-то ничего не дает. Я думаю, сегодня часиков до 5 поработать. Подведем итоги все-таки.
Я в следующие разы буду делать челленджи намного короче. Я думаю, недели будет хватать. Сколько мы за неделю сможем заработать. Или там дней 5 прямо до талого работая, то есть до блокировки. И буду показывать. А у нас не за горами обзор обещанный. Я обещал, я сделаю. Постараюсь его прям в ближайшее время состряпать. Тоже все не так просто, дела есть другие, как бы. Но мы сделаем обзор стопудово и вместе с делами. Только главное, чтобы самочувствие нормальное было. Трактор, кстати, тут гребет, что-то убирает, походу. Я так понимаю, что он, может быть, даже тут чистанет маленько. Но, конечно, навряд ли, если честно. Но убирает здесь. Ух ты, блядь. Ничего себе. То есть моей посадкой здесь снег. Офигеть. Все, погнали. Надеемся, что-нибудь цепанем, какой-нибудь заказ. Так, ну что, 278 рубасей. Это, кстати, был К+. Мы на Большой Октябрьской. Стоим на платной парковке, но на 15 минут бесплатно. Так что сваливаем нахер отсюда. Чтобы не платить лишка. Девчонку вез, такой писклявый голосок, такой тонкий. Спасибо. И, короче, как-то так. Вот, кстати, все разгорелось, так рассветлелось, и фигак все, и потухло все опять. Пока ехал там 5-7 минут, сколько, все потухло нахрен. Непонятно. Ну давай, у тебя же главное, что ты на Зикре. Зикр. Классная тачка. Ну, так по виду. И по салону. Ни разу не двигался на ней, не передвигался вообще. Не открывал, не садился. Так, рядышком подошел, посмотрел. Так по виду прикольно. Дверь открывает, закрывает. Туда-сюда. Ну, не каждая комплектация, по-моему. Так, ладно, едем что на поиски нашего заказа. Я принял для себя логическое. Так, нам еще парочку заказов и подведем итог. Так, вот такой заказик по К+, 18 минут, 544 рубля. И мы у Хавала разговаривали с мужиком. Он говорит, ну что, как думаешь, как китайцы туда-сюда? А он приехал, у него рабочий, говорит, 150 тысяч километров бахнул, говорит. Все в порядке, говорит, вообще ничего, говорит. Хавальчик, говорит, на Джулионе он ездит, по-моему. Вот, так что, так пообсуждали, поговорили. Он говорит, да ничего, никаких претензий, говорит, едет и едет, говорит, меняется, говорит, расходники и все, говорит. Так что как-то так. Вот. По времени 3 часа дня. Блин, конечно, еще бы один заказик. Ну, в принципе, можно уже и заканчивать. А вот он, и еще один заказик. И желтый, причем, желтый К+. Желтый К+. Что-то как-то тут... А, я понял, где. Узковато. Вот кто-то неправильно тут поставил машиненочку. И теперь прям как-то это стремновато проезжать. Ну ладно, пробрались. Здесь всегда куча машин. Ладно, едем на заказ. Он близко, тут вообще 700 метров подачи. Выполняем, подводим итоги. Так, ну что, 12 минут на строителе 278. Пассажиры с Мерседеса ехали, ну, с Мерседес сервис, так скажем. Короче, Мерседесы тоже ломаются, как он сказал. Вот. По цифрам 4500, 14 заказов. И 500 рублей чая. Это от тех, кого я вез в областную. 5000. И в общем, по моим подсчетам, у нас получилось плюс к тем, которые вчера были, 4300. Там получилось вчера, короче, получилось 70 тысяч. Сегодня 75.
75 за хрен знает, за 7,5 дней, грубо говоря. Но один из этих дней, я работал до талого, то есть до блокировки, а все остальные 10-11 часов. Ну и вот пару дней где-то по 5, по 6 часов. То есть как бы так, из этих 9. Ну, в общем, 75 тысяч. Из этих 75 тысяч я посмотрел, я заправляюсь только по Тэшке, по Тинькову. Посмотрел, сколько я потратил за это время с 11 числа по 19 по сегодняшний день. Я потратил 12 тысяч, я грубо взял там 11 копеек, 12 тысяч на бензин. И то из них же, грубо говоря, ну да, ну там пачка сигарет приплюсовалась. Ну, короче, 12 тысяч, ладно, возьмем грубо. 12 тысяч минус 75, получаем 63 тысячи рублей. Чистыми мы заработали денег. Как-то так, пацаны. Я считаю, что это неплохо. По-распиздянически, грубо говоря, но все равно не особо мощно, не особо сильно поработать в среднячке. И как бы за это время 60 рублей чисто ганом, ну, нормально пойдет. Для меня пойдет. А как вам? Напишите в комментариях. Будут следующие челленджи. Будем ставить себе какие-то цели. Будем работать. Поработаем и в ночь. Посмотрим. Так что подписывайтесь, пацаны. Всех обнял. Всем пока. Всем добра.